почему вы здесь? Я хотел увидеть экзотический Вьетнам, жемчужину Юго-Восточной Азии. Хотел познакомиться с интересными людьми, наследниками древней культуры, и убить их. Хотел стать первым парнем из своего квартала, которому засчитают поражение цели. Война во Вьетнаме – одно из ярчайших событий второй половины 20 века. Начавшись как движение за независимость Вьетнама от колонизатора Франции, конфликт перерастает в арену для политических игр двух миров – мира коммунизма и мира демократии. Обретая независимость, Вьетнам делится на северный – коммунистический и южный – демократический. Но так как само движение коммунизма имело под собой более масштабные цели по захвату всей Азии, на Северном Вьетнаме оно останавливаться не хотело. От страха потерять контроль над Средней Азией США отчаянно пытаются отстоять регион Южного Вьетнама. Вначале поставляя вооружение, а затем предпринимают и прямое вторжение войск. Коммунистический блок во главе с СССР и Китаем тоже поддерживает своих коммунистических братишек и поставляют тонны вооружений, обучающих военных специалистов и войска, которые сейчас именуются, как их там нет, во Вьетнам. Все это перерастает в крупномасштабную войну с огромными потерями, в которой побеждают грязные коммуняки. Но и распространение коммунизма дальше вглубь Азии тоже практически прекратилось. Так что о бессмысленности войны можно говорить в контексте жертв и потерь, но не в контексте высших целей и идей, которые получили или не получили свое распространение. Поэтому меня всегда раздражает высказывание о бессмысленности того или иного события. По мне, так если что-то происходит в нашей вселенной, то на это есть причина. Либо же бессмысленно все в этом мире бушующее. Для американцев эта война, конечно, оставила неизгладимый след на красной от пощечины роже. Страна, имеющая практически неограниченный военный потенциал и ресурс, вдруг проигрывает и понимает, что грубой силой нельзя победить идеологию. Кеннеди, Джонсон, впоследствии Никсон пытались не только сохранить свободу и независимость Вьетнама, но еще и не потерять свой авторитет в глазах мировой общественности. По итогу 55 тысяч американских солдат погибло в период конфликта, а еще 100 тысяч выпилились сами от вьетнамских флешбеков и послевоенного стресса по возвращении на родину. Вьетнам потерял около 2 миллионов человек населения. Страна стала коммунистической со всеми плюшками командной экономики и национализированной частной собственностью. Народ ощущал себя хоть и счастливее, но беднее. А гражданская война продолжалась и далее. Говоря о грубой силе, я не преувеличивал, ведь методы ведения войны американцами в данном конфликте нельзя назвать изящными. Американский морпех, воспитанный в западных ценностях, не только не пытался погрузиться в загадочный тонкий менталитет вьетнамцев, но еще и грубо нарушал культурные традиции и вообще вел себя достаточно по-хамски. Он мог кричать: «Эй, разойдись, кавалерия приехала, сейчас будем вас спасать!» И тут же, не разобравшись, стрелять по мирному населению из пулемета. Впоследствии долгих лет сражений морпех был так напуган и вымотан суровым тропическим климатом, что мог открыть пальбу по всему, что шевелится. Также был популярен метод ведения ковровых бомбардировок. Применялся напалм и прочие прикольные типы смертоносного оружия. Но сама эффективность такой войны никогда не приносила должных результатов. Агрессия вьетконговцев от этого только эскалировалась, а дух крепчал. Лично я обожаю фильмы про Вьетнам. «Апокалипсис сегодня», «Взвод», «Спасительный рассвет», «Охотник на оленей», «Военные потери». Все эти картины я пересматривал неоднократно. Вьетнамский конфликт, на мой взгляд, наиболее ярко показывает тему противостояния технологии и природы, в которой технологии и мощное вооружение американцев проигрывают перед проливными дождями, тропической жарой, насекомыми и примитивными ловушками вьетконговцев. Маленький, но гордый народ Вьетнама сражается с невероятной самоотдачей. Худые, полуголые, необразованные человечки одерживают победу за победой, пробираясь по многокилометровым системам туннелей до вражеских аэропортов, уничтожая десятками техник. Даже советские специалисты поражались тому, насколько способны обучаемые вьетнамцы. Стоит один раз показать, как работает ракетный комплекс, как вьетнамец все сразу понимал и копировал все действия. Казалось, они не знают усталости, а их способность к камуфляжу и сливанию с природой поражала. Любой морпех, повоевавший немного, сразу понимал, что победить вьетнамца теми методами, которые применялись, не получится, отчего впадал в еще большее отчаяние. Основными факторами победы, помимо очевидных, были ландшафт местности, богатые рисом поля, непроглядные джунгли, болотные топи, партизанская война и отчаяние. Отчаяние простого американского Билли, который не ожидал такой встречи с противником. Вьетнамский конфликт показывает, как человека из цивилизованной среды резко бросают в нецивилизованную. Нет душа, нет холодной воды, а каждая девочка либо болеет венерическими, либо офицер Вьетконга. У США несколько черных пятен в истории, Вьетнам одно из таких, за что они до сих пор расплачиваются. А режиссеры не перестают радовать нас захватывающими фильмами про тот период отчаяния, кровопролития и бессмысленных жертв. Я дико извиняюсь за это рефлексирующее вступление, но вот что-то навеяло. Сегодня речь пойдет про еще один фильм о Вьетнаме, снятый Кубриком в цельнометаллической оболочке. Антивоенная драма, экранизация романа Хейсворда «Старики». Фильм имеет необычную структуру повествования, в
как бы разделен на две части, связанные лишь одним главным героем. При этом каждая часть автономна и имеет завершенный драматический финал. В первом отрезке мы видим военный корпус морской пехоты США, в котором происходит обучение простых американских парней и превращение их в жестоких убийц. Главная жемчужина и звезда эпизода — это, конечно же, Ли Эрмин, исполняющий роль сержанта Хартмана. Будучи изначально приглашенным военным консультантом, Эрми вдруг становится интересен Кубрику как актер. Его великолепная экспрессия и невероятная харизма делают его игру культом. Эрми говорил, что хотел передать личности 10 худших инструкторов по военной подготовке в одной. Но у него получился совершенно оригинальный и привлекательный образ. Большинство фраз в фильме — это его чистая импровизация. В книге, правда, сержант Хартман был показан как конченая скотина. Он издевается над солдатами, регулярно избивает их, душит и унижает. Есть даже эпизод, в котором он заставляет солдата пить из унитаза. Но в фильме эти углы слегка сгладили, и Хартман просто харизматичный ублюдок. Такой плохой, что даже веселый. Это отмечает главный герой, рядовой шутник. Он сравнивает Хартмана с Джоном Уэйном, который, кстати, снял фильм «Агитку про Вьетнам» во время самого конфликта. Кубрик же дождался, пока Вьетнам закончится, и снял абсолютно антиагитационную ленту. В первой части главный герой, рядовой шутник, отходит как бы на второй план, уступая место сержанту Хартману и рядовому Куче, или Гомер Пайл, над которым нещадно издевается Хартман. Рядовой Куча, сыгранный Винсентом Донофрио, солдат, отстающий по подготовке. Такие бывают в каждом взводе и в каждой роте. Но вместо индивидуального подхода к обучению Хартман использует метод коллективной психологии, когда из-за ошибки одного страдают все. И Куча постепенно становится изгоем, но одновременно открывает себе талант к стрельбе и убийству. Эпизод заканчивается крайне трагически и очень неожиданно. Ты остаешься в замешательстве, не ожидая разрыва в классической, на первый взгляд, структуре повествования. Первая часть также показывает контраст. Контраст между вылизанной казармой с блестящим белым туалетом и второй частью — грязной войной, хаосом разрухи и джунглей. Хаос и порядок. Также любопытно показана фетишизация оружия. Как морпехи гладят и чистят винтовки, называя их женскими именами. Снято все в интересной манере гротескного юмора вперемешку с мощнейшей драмой. Смешное сменяет дикий ужас и ощущение противоестественной среды, которая окружает героя. Возникают вопросы: для чего все это? Зачем куда-то бежать, стрелять, бороться? Неужели мы и вправду рождены, чтобы убивать? Вторая часть — это уже набор различных отрезков из жизни рядового Джокера на войне, недалеко от Сайкона. И в отличие от картин, описанных мной ранее, Кубрик показывает городские пейзажи Вьетнама. Хотя мы привыкли видеть Вьетнам как бесконечные беспролазные джунгли. Это связано еще и с тем, что фильм снимался в пригороде Лондона, а даже не в Америке и Вьетнаме. Для декораций Кубрику были даже привезены пальмы из мест Юго-Восточной Азии. Леса и пейзажи природы сняты отдельно и высланы режиссером. Особенно ярко встает в памяти кадр, где американские военные идут от камеры по одной стороне дороги, и в то же время с другой стороны дороги идут беженцы и мирные жители. Кадр как бы символизирует, что мирной жизни нет там, где идет война. Шутник попадает в роту военных корреспондентов, которые освещают события войны. Главный редактор заставляет шутника писать агитационные статьи о победах наших на фронтах, а шутник иронически воспринимает все вокруг. Он просится поближе к боевым действиям понюхать порох. Но то, что он получает в итоге, уже невозможно воспринять с юмором, и шутник больше не шутит. Финал второй части также трагичен, как и первый. Вместе с жестокостью мы видим абсурдность и бесцельность скитаний главных героев, где каждый солдат либо сумасшедший, либо сходящий с ума, либо уже мертв. Во второй части нам дважды показывают эпизод с вьетнамскими девочками легкого поведения, которые делают любовь долго-долго за $5. Еще раз мы видим разрушение, но теперь уже морально-нравственное разрушение обеих наций. Что пиндосы представляют из себя животных, одного солдата даже зовут мать животных, что южно-вьетнамские жители вынуждены работать в сервисе обслуживания военных и только так и выживают. Рядовой шутник в одном из эпизодов объясняет полковнику, который разговаривает исключительно клишированными победными фразами, почему он носит значок движения хиппи за мир и одновременно каску с надписью «Рожден убивать». Джокер говорит, что это отражает дуалистическую природу человека. Мы одновременно живем и умираем, создаем жизнь и забираем ее, созидаем и разрушаем. Но главный вопрос — почему? Зачем все это не политику, а простому Билли из Техаса? И ответ, на мой взгляд, в самом финале ленты, где взвод солдат марширует на фоне горящей деревни, напевая песенку Микки Мауса. Война — это Диснейленд для мужчин. Место, где дозволено все, и это все до ужаса весело. Автор идеи — Сам Щит. Текст читала Хижина.